Сегодня я собираюсь поговорить об одной очень важной проблеме. Проблеме, которая может показаться простой, но оказывает глубокое влияние на качество жизни, уверенность в себе и даже на ваши социальные, семейные и супружеские отношения. И это не что иное, как неприятный запах из подмышек. Приятный аромат заставляет окружающих относиться к нам лучше и даже проявлять к нам больше уважения. Ваш партнер будет больше стремиться проводить с вами время, а друзьям будет приятнее находиться рядом с вами. А что если наоборот? Неприятный запах тела, особенно из подмышек, заставляет других держаться от вас подальше, снижает вашу уверенность в себе, а партнер начинает вас избегать. Это действительно происходит. Так что на самом деле мы сталкиваемся с большой проблемой, и в этом видео я расскажу вам, как ее решить. Вы сможете сделать это с помощью 4 полностью натуральных и домашних способов, которые не только очень эффективны, но и в отличие от дезодорантов, антиперспирантов и роликов, не содержат вредных добавок. Они не содержат спирта, алюминия и парабенов. Это вещества, которые не только раздражают кожу, но даже могут вызывать гормональные нарушения, и в некоторых исследованиях их следы были обнаружены при развитии рака, особенно рака груди. Так что если вы хотите всегда приятно пахнуть, при этом тратить минимум денег и не использовать вредные химические вещества, обязательно досмотрите это видео до конца вместе со мной. Если вы еще не подписались на канал, тогда подпишитесь. Поставьте колокольчик на все, чтобы каждый раз, когда я выкладываю видео, вам приходило уведомление и вы могли присоединиться ко мне. Номер 1. Кокосовое масло. Кокосовое масло – одно из самых натуральных, безопасных и универсальных средств, которые вы можете использовать в уходе за кожей. Это масло обладает мягким, натуральным и приятным ароматом, который может подарить вам ощущение чистоты и свежести. Это масло богато полезными жирными кислотами, особенно лауриновой кислотой, соединением, обладающим мощными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. В то же время кокосовое масло не только безвредно, но и смягчает, увлажняет и питает кожу подмышек. В нем также нет ни одной из тех вредных химических добавок, которые часто встречаются в дезодорантах и антиперспирантах. А поскольку кожа подмышек обычно тонкая и чувствительная, использование кокосового масла помогает не только предотвратить неприятный запах, но и избежать сухости или раздражения кожи. Особенно это важно после бритья. Так что если вы хотите, чтобы ваши подмышки были приятно пахнущими и здоровыми, кокосовое масло – один из лучших натуральных вариантов. Оно и ароматизирует, и ухаживает. А как же правильно использовать это средство? После душа или на чистую и сухую кожу возьмите совсем немного кокосового масла, примерно половину чайной ложки, и мягко помассируйте им кожу подмышек с помощью пальцев. Затем дайте ему впитаться. И, кстати, смывать его совсем не нужно. Второй способ – пищевая сода. Одна из основных причин неприятного запаха подмышек – это наличие бактерий, которые размножаются во влажной и теплой среде подмышек и превращают пот вашего тела в зловонные соединения. А теперь о пищевой соде или бикарбонате натрия. Это белое, без запаха, натуральное вещество, которое напрямую воздействует на эти бактерии и препятствует их росту. Кроме того, сода, регулируя уровень кислотности вашей кожи, создает условия, при которых вредоносные бактерии больше не могут так легко выживать. В отличие от многих дезодорантов и антиперспирантов, содержащих множество вредных химических соединений, пищевая сода полностью натуральна, безопасна и гораздо менее вредна. Более того, она контролирует неприятный запах, не нарушая естественные процессы вашего организма, такие как потоотделение. Тем не менее, у некоторых людей с очень чувствительной кожей при постоянном использовании может возникнуть избыточная сухость или раздражение кожи. В таком случае вы можете уменьшить количество используемой соды.
Ну а как же правильно ее использовать? Вы можете смешать небольшое количество пищевой соды с водой, и когда получится небольшая паста, нанесите немного этой смеси на подмышки. Также вы можете немного намочить пальцы. Так сода легко прилипнет к вашим пальцам, и после этого вы сможете легко нанести ее на подмышки. В обоих случаях оставьте смесь на 10-20 минут, а затем аккуратно смойте теплой водой. Номер 3. Масло чайного дерева. Это одно из самых мощных и широко используемых масел в мире, которое с древних времен применялось для лечения ран, инфекций и кожных заболеваний. Но то, что делает это масло отличным выбором для устранения неприятного запаха подмышек, это его мощные антибактериальные, противогрибковые и противовоспалительные свойства. Масло чайного дерева – это натуральный и безопасный вариант, который воздействует на саму причину проблемы и уничтожает микробы. То есть оно не только уменьшает запах подмышек, но и может использоваться для лечения прыщей, кожных раздражений и покраснений в области подмышек. Но у этого масла есть свой особый резкий аромат, который поначалу может показаться некоторым слишком сильным. Это нормально. Это масло очень быстро впитывается в кожу. Оно заметно уменьшает неприятный запах, а ежедневное использование делает ваши подмышки чище, здоровее и приятнее на запах. Поскольку масло чайного дерева очень концентрированное, не стоит наносить его непосредственно на кожу, лучше его разбавить. Для этого смешайте 2-3 капли масла чайного дерева примерно с 1 чайной ложкой кокосового масла. Затем чистым пальцем нанесите смесь на кожу подмышек, и после этого даже не нужно смывать, только если вы почувствуете жжение или раздражение кожи. Номер 4. Яблочный уксус. Да, вы правильно услышали. Это одно из самых натуральных и эффективных средств, которые вы можете использовать для ухода за кожей и поддержания здоровья организма. Яблочный уксус содержит уксусную кислоту, ферменты и хорошие антиоксиданты. Он обладает натуральными антисептическими свойствами и является балансиром pH кожи. Этот уксус не закупоривает поры вашей кожи, не нарушает естественные функции организма и не имеет долгосрочных побочных эффектов. Он просто уничтожает вредные бактерии и поддерживает кожу в естественном и здоровом состоянии. Кроме того, благодаря своей кислотности он создает среду, в которой вредные бактерии больше не могут размножаться. Поэтому неприятный запах в основном исчезнет или значительно уменьшится. Кроме того, регулярное использование яблочного уксуса может уменьшить потемнение подмышек, потому что он обладает мягким отшелушивающим эффектом и постепенно удаляет омертвевшие клетки кожи. Они просто исчезают сами по себе. Ну а теперь как его использовать? Поскольку чистый яблочный уксус может быть немного сильным или раздражающим для некоторых типов кожи, я советую перед использованием его разбавить. Поэтому смешайте его с водой в равных пропорциях. 1 часть воды и 1 часть яблочного уксуса. Смочите ватный диск или тампон этим раствором и нанесите на чистую кожу подмышек. Дайте ему высохнуть, затем наденьте одежду и занимайтесь своими делами. И да, это средство не требует смывания после нанесения. Но если у вас возникло раздражение кожи, вы можете смыть его после высыхания или сделать раствор более разбавленным. Например, использовать соотношение 2 части воды к 1 части уксуса. Если вы беспокоитесь о резком запахе, не переживайте. Через несколько минут этот запах полностью исчезнет. А теперь обязательно посмотрите это видео, оно вас удивит. В этом видео тоже есть потрясающая информация. Не пропустите его. Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. Я вас люблю, дорогие мои. Увидимся в одном из этих 2 видео.